здоровых, есть необследованные, утверждают психиатры. Поэтому магам надо быть особенно осторожными при общении с обычными людьми. Теоретически психиатры должны заниматься лечением заболеваний, связанных с органическими патологиями мозга. Реально же именно им социум доверяет установление адекватности личности. Из корпоративной солидарности они не проверяют друг друга, иначе сами подлежали бы лечению, а некоторые и изоляции. Дело в том, что каждый из них имеет собственную картину мира, относительно которой и определяет реальность, вымышленную и настоящую. Среди психиатров есть большое количество религиозных людей, принадлежащих к разным конфессиям. Поэтому никогда неизвестно, относительно какой именно парадигмы мира определяют вашу адекватность. Мало того, что маги и обычные люди, первые три касты, живут в разных мирах, так еще и сами люди могут сильно отличаться друг от друга представлениями об окружающем мире. Главное правило магов состоит в том, чтобы с каждым человеком разговаривать на его языке и в рамках его картины мира. Это означает, что маг сперва слушает собеседника и определяет его парадигму, после чего скупо сообщает необходимую и достаточную для минимального контакта информацию в пределах картины мира этого человека. В магической парадигме следует разговаривать только друг с другом. Иными словами, магия существует только для магов. Обычная позиция для магического воздействия состоит в том, что маг имеет неуязвимое положение для социума. То есть маг-целитель не афиширует своего воздействия или камуфлирует его под обычные медицинские процедуры. Боевые маги действуют на расстоянии, не демонстрируя своего участия в событиях, не участвуют в них физически. Каждый боевой маг понимает границы своего могущества и место в иерархии и не влезает в ситуацию, с которой не может справиться. Что касается волшебников, создающих артефакты, то существующее правило запрещает им передавать людям предметы, сила которых намного превышает магический потенциал человека. Это означает, что люди третьей касты могут получить артефакты первого уровня. Адепты с уровнем 4.1 могут получить артефакты до второго уровня. Артефакты третьего уровня доступны для магов уровня 4.2. Кроме них, к третьему рынку артефактов имеют доступ лица с высоким социальным влиянием, достаточным для привлечения внимания магов уровня 4.3. Таким образом, на самом верху социума есть люди, как правило, третьей касты, посвященные в особенности эзотерической модели мира.